Я вас приветствую на своем канале. С вами Валентин. Новая работа будет декоративная наволочка. Но идея не моя. Идею подглядела на канале «Сделано с любовью». И мне очень понравилось, и я решила тут же воплотить в жизнь. У меня паркерная ткань, она двухсторонняя. Одна сторона матовая, другая блестючая. Мне нравится, но это все обрезки, остатки ткани. И нам понадобится какая-нибудь такая воздушная ткань. У меня вуаль. Подойдет и органза, шифон, шелк, да любая ткань воздушная. И смотрите, вырезала я квадраты 12 на 12 сантиметр уйдет на шов, точнее 2. Получается плюс-минус 10 сантиметров. Так проще считать, выйти на готовое изделие. Блок будет у меня состоять из 4 квадратов. Вот так. Но цвет у меня один темный, другой светлый. И поэтому сейчас я поменяю. И я хочу сделать это блестючие, это матовые стороны, чтобы был какой-то контраст. Перепад цвета небольшой, но он есть. Как раз у меня будут они как бы пересекаться с разными цветами. И также выкроила 12 на 12 из вуали. Такого же размера квадраты, такое же количество, какое нам надо. Вот смотрите, вот опять же это все обрезки. Вот моя вуаль. Сложила я хвостик к хвостику в 2 сложения. И, чтобы было быстрее, нарезаю. У нас будет с вами блок вертушка. Но вертушку мы резать ничего не будем, а только будем вот именно крутить, вертеть. Складываю квадратик. Вот так прошиваю. И хвостик этот вот сюда подгинаю. Так как у меня оттенки разные на ткани, на основной блок, я выкладываю по месту. Тюль зафиксировала булавками. Посмотрите, какие очаровательные у нас красивые получаются воздушные блоки. Если у вас вот эта ткань однотонная, не имеет направления цвета, то вы можете прям под машинку сразу подкладывать, делать вот этот вот треугольничек и прошивать. Но прошивайте прям по самому-самому краешку, когда вы соберете блоки, чтобы у вас не было видно строчки. Но так как ткань у моя с переливом цвета, с направлением, с разным, я зафиксировала булавками, мне так будет удобней. Ну а теперь мы сшиваем. Это соединяем вместе. Это соединяем вместе, а потом прокладываем строчку. Ну вот посмотрите, шила я блоки, они у меня целые. И я специально оставила вам показать, как выглядит, допустим, вот, сшитые, и здесь в серединке пустота, да, нет. Но я решила сюда тоже вшить. И вот кому какой вариант больше нравится, где много-много этих вертушек, или где есть вот такие пробелы. Сшивая блоки, швы я делала, прошивала, чтобы они были в разутюжку. Сейчас я пройдусь через мокрую марлю, отпарю их, потому что они толстоватенькие. Если вы сделаете на одну сторону, будет довольно-таки толсто. Если вы в серединку решили также сделать, то не сшивая блок, пришиваете сразу или выкраиваете 10 на 10. Они у меня 12 на 12, 10 на 10 выкраиваете, и они у нас как раз не будут попадать в шов, они будут расположены у нас ниже. Сделала я верхнюю часть. Посмотрите, какая она праздничная, нарядная наволочка получается. Чтобы скрыть швы, я сюда пустила хлопковую ткань, прошила по кругу, чтобы мне удобнее было прошивать. Наволочка будет у меня с клапаном, молнию делать не стала. Выкроила 2 детали. Одна побольше, другая поменьше. И теперь прошиваем по кругу.
В готовом виде у меня запах примерно 8 сантиметров, но это очень мало. Надо делать где-то 15 сантиметров, когда вы вставите подушку, чтобы у вас ничего не топорщилось. Край обработал на оверлоке. Когда прокладывала строчку машинную, делала закрепку вот здесь на клапане и здесь, потому что когда вы будете вставлять подушку, может порваться. Ну вот и все, наволочка моя готова. Посмотрите, какой прелестный вид у ней получился. Настоящий, праздничный, красивый. Ну, я думаю, подойдет под любой интерьер. На этом все. Пишите комментарии, присылайте смайлики. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. С вами Валентина.